Друзья, всем привет, с вами Сергей. Я думаю, многие мастера согласятся с моим мнением, что в столярной мастерской среди оборудования обязательно должен быть ленточно-пильный станок. Вот как раз сегодня мы с вами сделаем обзор, распаковку, соберем и попробуем в работе ленточно-пильный станок от компании Harvey Rus. Модель называется GIB MBS 300. Итак, станок поставляется вот в такой картонной коробке. Хотелось бы заметить, что вес короба составляет 76 килограмм. То есть, прежде чем покупать, подумайте, как вы этот станок будете заносить в мастерскую. Я, как видите, завез на санках, благо на улице еще есть снег. При открытии короба видим, как все упаковано. Имеются вот такие проложки, везде целлофан. Сейчас я достану комплектующие, кроме пилы, и посмотрим, что идет в комплекте. Достал все из коробки, вот как все это выглядит. Здесь у нас чугунный стол, очень тяжелый. Размеры скажу чуть позже. Здесь у нас рама, она без колес. Можно также приобрести с колесами за дополнительную плату. Толкатель, руководство по эксплуатации. Что касается крепежа, смотрите, для рамы крепеж идет отдельно. И здесь идет отдельно тоже небольшой крепеж, ключи, ручки управления. Также у нас параллельный упор, вот как он выполнен. И вот угловой упор тоже был в коробочке. Сейчас начнем с рамы. Соберу ее за кадром и уже покажу готовый результат. Вот так рама выглядит в собранном виде. Собрать не составит никакого труда, в инструкции все описано. Сверху закрепляются вот такие 4 болта по углам, и уже на них устанавливается сама ленточная пила. Она довольно-таки тяжелая, поэтому нужно вызывать подмогу и уже ставить сюда на эту раму станочек. Установил станок на раму, и хотелось бы сказать, что жесткости данной рамы для этого станка вполне хватает. Станок стоит уверенно, не качается из стороны в сторону. Ну и как можем заметить, что станок поставляется почти в собранном виде. При сборке станка первым делом установлю маховичок подъема опускания механизма поддержки пильного полотна. Фиксируется вот этим винтом. Устанавливаем и фиксируем шестигранником, который идет в комплекте. Далее установим вот такой маховичок для натяжения и ослабления пильного полотна. Устанавливается вот таким образом. Для натяжения ведомого поликлинового ремня используется вот такая ручка. Крепится она при помощи винта и гайки. Устанавливаем и затягиваем гайку. Ну и прежде чем устанавливать стол, хотелось бы немножко рассказать про верхний и нижний узел поддержки пильного полотна. Здесь снял защиту. Смотрите, здесь у нас находится два сухаря вращающихся и подшипник. Регулировка вылета подшипника осуществляется вот этим барашком. Верхний узел сделан чуть по-другому. Здесь уже нет подшипника, а 3 сухаря. Один и здесь еще 2. Вот они. Регулировка осуществляется без всяких ключей. Откручиваем гайку, пододвигаем сухарь и фиксируем с одной стороны и также делаем с другой стороны. Также перед установкой стола желательно настроить ленточное полотно. Показывать это не буду, чтобы не затягивать видео. Сейчас настрою полотно и затем уже установлю стол. Полотно настроил, зазоры выставил. И прежде чем установить стол, хотелось бы показать, какой здесь механизм наклона стола. Есть вот такой рычаг. Мы его откручиваем. И с помощью вот этого барашка меняем угол наклона в одну либо в другую сторону. Сам стол будем крепить на 4 винта. Винты идут в комплекте. Но прежде нужно вкрутить вот этот болт в это отверстие. Данный болт будет служить опорой стола для регулировки угла наклона в 90 градусов. Также при установке стола нужно убрать вот эту пластину. Достаточно ослабить и убрать в сторону.
Стол довольно-таки тяжелый. И не забываем установить пластину на свое место. И также затянем. После установки стола устанавливаю крепление параллельного упора. Данный упор можно устанавливать как с левой стороны, либо с правой стороны. Все зависит от тех задач, которые вы будете выполнять. В данном случае я установлю с левой стороны. При помощи вот этих двух гаек мы можем регулировать параллельный упор в одну сторону, либо в другую. Далее установим линейку. Крепится она на двух винтах. Теперь установим параллельный упор. Он сделан из алюминия. Смотрите, какой он массивный. Ради интереса замерю. 110 миллиметров. Итак, больше 50 миллиметров. После установки и настройки параллельного упора проверяем, как он перемещается. Перемещается легко. Ну и настала очередь сборки углового упора. Собирается тоже легко. Откручиваем ручку и устанавливаем вот таким вот образом. Снова шайба и ручка. Открутим две гайки и установим удлинитель упора. Все, угловой упор готов. И установим его на место. В комплекте со станком идет вот такой массивный толкатель. Обычно он теряется, а здесь все продумано. Вкручиваем вот такой винт. Здесь уже есть резьба. И помещаем сюда наш толкатель. Теперь наш толкатель никогда не потеряется и всегда будет под рукой. Друзья, вот так станок выглядит в собранном виде. Согласитесь, вид просто шикарный. Ну и прежде чем мы его затестим, давайте более детально рассмотрим и затронем технические характеристики. Сердцем данного станка служит асинхронный двигатель мощностью 0,75 кВт. Потребляемая мощность 1 кВт, а пусковой ток 4,6 ампера. Диаметр патрубка от аспирации составляет 100 мм. В верхней части станка мы имеем ручку регулировки маховика, угол наклона, а также ручку фиксации подъема-опускания механизма поддержания ленточного полотна. Также здесь имеется шкала для натяжения пильного полотна. Здесь же у нас расположена этикетка со всеми техническими характеристиками. Сейчас можете нажать на паузу и уже более детально посмотреть все технические характеристики. В данной модели мне понравился механизм закрытия дверц. Они не гремят, не стучат благодаря вот этому механизму. Чтобы закрыть, нам нужно крутить по часовой до щелчка. Если нам нужно открыть дверцу, мы откручиваем этот маховичок. Да, немножко долго, но оно того стоит. Дверцы не гремят и не стучат. Что касается маховиков, то здесь они чугунные, динамически сбалансированные, а диаметр составляет 315 мм. Высота распиловки составляет 190 мм. А максимальная ширина заготовки слева от пилы составляет 305 мм. Угол наклона стола составляет от 0 до 45 градусов, а сам размер рабочего стола составляет 480 мм на 400 мм. Вращение нижнего маховика от двигателя происходит за счет ременной передачи. Данный ремень натягивается при помощи данной рукоятки. Также хотелось отметить, что здесь имеется две скорости движения пильного полотна. Это 380 метров в минуту и 820 метров в минуту. Ну а теперь пробный запуск и послушаем, как работает ленточная пила. Друзья, я вам скажу, что работает очень-очень тихо. Для начала попробуем поработать с елкой.
Друзья, смотрите, режет как по маслу. Теперь попробуем данную заготовку распилить пополам. Ширина составляет почти 110 миллиметров. Как видим, со своей задачей ленточка справляется на отлично. Теперь попробуем поработать с дубом. Сильно много резать не буду, так немножко краешек сейчас попробуем. Как видим, дуб для данной ленточной пилы тоже не проблема. Друзья, вот такой получился небольшой обзорный ролик. Станочком я доволен. Естественно, буду на нем работать и, возможно, вылезут какие-то косяки. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также напишите в комментариях, а какой ленточной пилой пользуетесь вы и хватает ли вам высоты распиловки в 190 мм для хоббийной столярки. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайкосик. Всем пока, до новых встреч!